Світ фейкових сторінок існує не так давно, але саме він приносить досить великий прибуток власникам цього бізнесу. Та вони готові піти на все, щоби зберегти свою шахрайську діяльність, погрожувати та інколи навіть вбивати. Тож головною метою фільму є перш за все ознайомити з принципом роботи фейку та не має за собою ніякої мети навмисно задати комусь шкоди. Побежали, побежали, давай. Давай, давай, пошел, 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 пошел. Разбежну. Я ухвала суду на проведення обшуку. Так как же я попал в офис? Я был на самом деле в небольшой депрессии, потому что мне нужны были срочные деньги. Я прихожу на собеседование и сразу задаю много вопросов, потому что мне нужно, грубо говоря, уже с самого начала знать все. А вакансия менеджера по ведению страницы в социальных сетях. Первое мнение, можно подумать, что это просто человек, который сидит и ведет социальные сети. В принципе, я и шел на это собеседование с таким понятием. Зарплата, как мне сказали, 12,5 тысяч, и это только ставка. Естественно, что я сказал, я загорелся с желанием, типа, ура, отлично, я, кажется, нашел то, что мне нужно, где хотя бы ставка уже будет плюс-минус хорошая. Первое задание, которое мне дали, это придумать историю жизни человека. От А до Я. Где родилась, во сколько лет, в каком роддоме, где она жила. И это все мне нужно было придумать желательно как можно быстрее, чтобы быстрее все это осознать. Вот. И нужно было как можно больше деталей в историю впихивать, сделав эту историю максимально правдоподобной. Головною різницею між фейком та оригіналом буде те, що фейк не викладає історію та не зберігає актуальні. Також раджу звернути увагу на кількість публікацій, кількість підписників та підписок, адже саме у фейка їх буде значно менше. Майже всі фотографії, опубліковані фейком, були запозичені у донора, тобто оригінала, без його згоди. Тому досить часто можна зустріти однакові фотографії. Але щоб їх відрізнити, слід звернути увагу на опублікований текст, кількість вподобань та дату розміщення публікації. За таким саме принципом пропоную переглянути ще кілька фотографій. Якщо сумніви досі залишаються, рекомендую переглянути найпершу публікацію. Дата його розміщення дасть відповідь на питання, оригінал це чи фейк. Короче, составлялось впечатление, то есть модель вот этой фейковой страницы Миланы Поповой, да, что это успешная, богатая, красивая девушка, которая ни в чем себе, там, скажем, не нуждается, не отказывает. Этими людьми, менеджерами по ведению страницы по социальным сетям, управляли тим-лидеры. То есть люди, работники офиса подразделялись на команды.
Зараз ми знаходимося в офісі під час обідньої перерви. Якщо звернути увагу на дошку, ми можемо помітити список команд, кількість людей переданих кожної з команд та кількість зароблених грошей кожної з команд. Також ми можемо помітити статистику на весь офіс, критерії для вкидання та кількість грошей, що зараховані окремими людьми. Мы, естественно, показываем свои селфи, чтобы это максимально было правдоподобно. Я начинаю общаться с человеком, узнаю о машине, работе, хобби, семье, детстве и прочих вещах, чтобы узнать, какое у него материальное состояние. І так, тут ми маємо змогу побачити робочий стіл, робочий комп'ютер фейку та відкриту програму Telegram, якими користуються працівники офісу. Зліва вікно активних чатів, а справа ми бачимо відкрите діалогове вікно. Очень затронуло то, что мы людей называем бомжами, а по сути работаем сами, и сами-то не лучше. Что люди, допустим, зарабатывают, которые в России 40 тысяч рублей, там, плюс-минус, да? Это плюс-минус чуть больше даже, чем зарабатываем мы. И мы их называем бомжами. Это, ну, не то чтобы несправедливо, это ужасно. Чтобы максимально его предрасположить к себе и вызвать доверие, то он, естественно, использовал голос девушки. У тебя, видимо, что-то со связью, потому что тебя настолько плохо слышно, что это невозможно. Поэтому давай ты там как-то справишь свою ситуацию, и мы уже с тобой наберемся. Одна из следующих главных задач менеджера – это сделать вброс. То есть вброс это называется в рабочем круге скрытая реклама. Скрытая реклама о финансовых рынках. Как это примерно происходит? Вброс делается на разных вещах. То есть машина, то есть начало вброса идет вообще, можно с любой темой вброса делать, но у меня это было в основном книги, то есть стандартная, типичная история, что якобы я, девушка, якобы мы пришли книги из России, которые посоветовал мой кум. Книги это об инвестициях. И мы скидываем фотографии этих книг. Я такая успешная девушка, да, и я говорю, что я инвестирую уже как бы 3 года. С помощью своего кума в золото, в криптовалюту, там, в нефть, в акции компании, Tesla, там, еще какие-то. Главная задача была продать кума. Якобы кум гениальный просто финансовый там, аналитик, работает там 7 лет уже в Европе, там работает с европейскими банками, там. И мы сразу говорили о процентах, что я получаю в месяц от 17 до 24% от вложенных денег. То, что я даю 25% куму, якобы за его услуги аналитика, да. Потому что якобы у кума там профессиональная команда, которая мониторит этот рынок 24/7. После вброса минимум еще 1 день должен был пройти. Идеальный график для любого менеджера, который каждый стремился какого-то 3 дня пообщаться, дальше сделать ему вброс, еще 1 день пообщаться, сделать ему предложку. Предложка состояла в чем? Просто предложить ему сотрудничать с кумом, с моим якобы кумом, то есть с кумом девушки этой фейковой. Зараз ми бачимо робочий телефон фейку під час процедури пропозиції, або, як називають у робочому колі, предложка. Вона розпочинається приблизно однаковим способом. Це нібито ми закрили успішну угоду з кумом, тому кидаємо фотографію нібито вдачної угоди, де ми можемо спостерігати сам графік, актив,
який ми нібито покупали. У нашому випадку це природній газ. Кількість грошей, які були інвестовані, це приблизно 12 тисяч доларів. Та приблизний прибуток з вкладених коштів. Це майже 3 тисячі доларів або майже 24% від інвестицій. Також у ході переписки ми бачимо, як Фейк схвалює свого начебто кума, який заробив за кілька днів більше 2000 доларів. І приблизно після цього йде пропозиція. Пропозиція того, щоб людина почала торгувати на фінансовому ринку, рівно на таких самих умовах, як начебто торгує Фейк. Вот. И дальше, если человек заинтересован был, да, я хочу зарабатывать деньги, почему бы нет, то да, дальше мы уже на следующий день после предложки делаем ему согласие. На цьому відео ми маємо змогу побачити процедуру згоди між Фейком та людиною. Вона приблизно розпочинається так. Нібито Фейк провела розмову зі своїм кумом, де той, звісно, погодився співпрацювати з людиною на таких самих умовах, як і з Фейком. Для цього Фейк домовляється на певний час та просить надати логін від скайпу, для того, щоб кум поспілкувався з людиною та допоміг йому відкрити торговий рахунок. Наша задача как менеджера была заинтересовать его путем общения, да, через фейковую страничку в социальных сетях, передать на другого человека, который его закрывает, это называется клоузер, который помогает ему создать торговый счет, там, пополнить его и так далее. Все, и на этом наша задача, в принципе, заканчивается. Конечно, мы можем общаться дальше с человеком, но нам уже это, в принципе, неинтересно. Случается следующее, что мать и сестра делают то, что столько денег он вложил, и через пару дней, грубо говоря, он начинает понимать, что это все типа какая-то чушь, ахинея и развод какой-то. Поэтому он начинает резко давать заднюю и просит вывести деньги. 14,5 тысяч долларов, вывести их обратно. Но нужно было подкреплять паспортные данные. Но, увы, я не знаю, что с этим человеком дальше произошло. То есть, вывел он эти деньги или нет. Но мне уже по факту, как рабочему, уже не должно было быть интересно. Гадаю, у вас вже виникло питання стосовно того, законно це чи ні. З точки зору закону, це більше прирівнюється до гри лотерею, коли ти ставиш на червоне або на чорне. Випаде червоне, ти виграєш. Якщо випаде чорне, ти програєш. Так само і на фінансовому ринку. Тому компанії так нахабно нав'язують цих фінансових аналітиків, тих людей, які підказують, коли випаде червоне або чорне, а за це беруть певний відсоток.